На выборах президента Украины подсчитали почти половину голосов. Дякую усім українцям, де би зараз не знаходилися. Соколовський, Лінчук, Фірташ, Ахметов. Доля вже так розпорядилася, що звела мене з маріонеткою Коломойською. Я смотрю на эти события изнутри, поэтому меня нельзя назвать беспристрастным наблюдателем. Отже, прем'єр-міністр Олексій Гончарук потрапив у серйозний скандал. Президент Володимир Зеленський вперше поговорив з Путіним по телефону. Зеленский заявил, что украинцы должны стать исландцами в футболе и израильтянами в обороне. Так случилось, ребят, ну мы сейчас будем шутить, но это понятно. Пофоткаемся потом обязательно. Голем – мифологическое существо, оживленное магами с помощью тайных знаний. Согласно одной из гипотез, голем происходит от слова «гелем», означающего необработанный сырой материал либо просто глина. Позже слово «голем» приобрело переносное значение – истукан, глупый неповоротливый человек, болван. Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. 2019 год для Украины прошел под знаком «черта из табакерки». Роль этакого чертика сыграл сам Владимир Зеленский. В начале года он буквально выскочил из всех экранов телевизоров страны, чтобы заявить о своих амбициях и участии в президентских выборах. Причем за несколько минут до поздравлений самого Петра Порошенко. А в конце года сам поздравил украинцев уже в качестве президента. Вот такой пердемонокль. Джордж Сорос появился на свет летом 1930 года в Будапеште и при рождении был наречен Дерть Шварц. Впоследствии семья Шварц сменила свою фамилию на более венгерскую Шорош. В 1944 году, во время оккупации Венгрии фашистской Германией, отец будущего мультимиллиардера выправил документы, и Джордж временно стал Шандаром Кишем. Под этим именем он принимал участие в описи имущества венгерских евреев, отправленных в концлагеря. В 1998 году в интервью на канале CBS на вопрос, считает ли то, чем он занимался во время войны, мародерством, Джордж Сорос ответил: «Если бы не мы, то это сделал бы кто-нибудь другой». Позже, давая оценку своей жизни во время нацистской оккупации Венгрии, он отметил: «Это звучит кощунственно, но те 10 месяцев были счастливейшей порой моей жизни». На протяжении многих веков вспышки гонений на еврейский народ постоянно происходили на территории Западной и Центральной Европы. Не обошли они стороной и одно из самых старейших поселений в Праге. Согласно легенде, пражский раввин, по свидетельствам современников человек уважаемый и благочестивый, создал из глины человекоподобного голема для защиты евреев от наветов, лжи и преследования. Утверждать, что Зеленский стартовал без какой-либо предварительной подготовки, будет, мягко говоря, неверным. Его подготовка к избирательной гонке началась задолго до выборов. Свою политическую карьеру, правда виртуальную, он начал с телешоу «Вечерний квартал», где выступал перед зрителями в роли своего в доску парня.
Критиковал власть, давал с претензией на оригинальность советы по решению проблем. Участвовал в создании мультипликационного сериала «Сказочная Русь» и, наконец, «Слуга народа», где Зеленский предстал уже в качестве президента и озвучил все то, что так хотелось бы услышать украинцам от лидера своей страны. Однако, как ему, пускай человеку популярному и далеко не бедному, удалось создать всего за пару месяцев свою партию «Слуга народа», даже с учетом высокого запроса в обществе на смену политической элиты, загадка? Или нет? Действительно, большинство украинцев, проголосовавших за Зеленского, ожидали с его приходом кардинальных изменений в политике страны. Во-первых, прекращение войны. За него проголосовало и большинство военнослужащих ВСУ. Во-вторых, смену политической элиты и наказание преступников, весенние посадки. И, конечно, изменения в лучшую сторону социально-экономической ситуации в стране. Все это активно озвучивалось будущим украинским президентом в его предвыборной риторике. В контрпропаганде политических оппонентов Зеленского он был объявлен ставленником олигарха Игоря Коломойского, который в своих интервью незадолго до президентских выборов на Украине делал громкие заявления о необходимости прекращения войны на Донбассе, о полноценном возобновлении сотрудничества с Российской Федерацией, о коррупции Порошенко и компании и так далее. И на Украине укрепилось мнение, что крупный бизнес в лице Игоря Коломойского нуждается и будет поддерживать изменения в государстве, о которых так громогласно заявлял кандидат Зеленский. После окончания Второй мировой войны Джордж Сорос, он же Шандер Киш, становится Джорджем Соросом. По окончании обучения в Лондоне ему, по протекции отцовского друга, была предоставлена возможность приобрести опыт в биржевых спекуляциях. Сорос переезжает в Соединенные Штаты. По прошествии времени им был основан хеджинговый фонд «Квантум», который аккумулировал инвестиции многих влиятельных политиков, и куда вход простым смертным был заказан. Параллельно под видом независимых и благотворительных организаций средств массовой информации была создана целая армия агентов влияния, которая могла бы способствовать даже свержению правящей власти какой-либо страны в интересах Сороса. Что и было проделано в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии. Голем представлял собой уродливого мужчину плотного телосложения ростом примерно 1,5 метра. На вид ему было лет 30, с темным цветом кожи. Он был очень сильный, но неповоротливый. Ему дали имя Йозеф или Йосип. Силы голема были очень велики. Он помогал с тяжелой работой по хозяйству, в быту. И если взять за основу сюжет с обороной от погромов, отпугнул всех, кто посягал на безопасность еврейского гетто. Однако в один из дней голем взбунтовался, начал крушить поселение и убивать его жителей. Все попытки его утихомирить ни к чему не привели. Он продолжал расти и превратился в настоящего монстра, сеющего смерть и разрушение. После чего, с помощью заклинаний, он был превращен в прах. Владимир Зеленский стал президентом Украины. Более того, его партия «Слуга народа» получила историческое большинство в Верховной Раде Украины. Вся королевская рать. Состав нынешнего украинского правительства не вызывает удивления. Он почти целиком укомплектован выходцами из грантовых структур фонда Сороса, вся политическая карьера которых заключается в нацаревании личного золотого запаса и обустройстве уютного гнездышка где-нибудь за пределами столь любимой на словах Украины. Многочисленные скандалы с участием «Слуг народа» стабильно обрушивают не только рейтинги партии, но и доверие украинцев к самому Зеленскому. Да и сам действующий президент Украины умудрился настроить против себя практически все политические силы, которые уже по любому поводу призывают к протестным акциям населения Украины.
К ним может присоединиться и Игорь Коломойский. Зеленский дал гарантии Международному валютному фонду о том, что олигарх может забыть о Приватбанке. Социально-экономическая ситуация в стране актерскому обаянию Зеленского, увы, не подвластна. С одной стороны, она продолжает ухудшаться независимо от намерения власти. Например, к концу года резко снизилось промышленное производство. С другой, предполагаемые властью реформы непопулярны и при этом ведут к шоку без терапии. В августе украинский лидер пообещал отменить действующий с 2001 года мораторий на продажу сельхозугодий. Однако, по данным соцопросов, порядка 70% украинцев высказались против такой инициативы. Тем не менее, Владимир Зеленский не отказался от ее осуществления, и в ноябре 2019 года Верховной Радой был принят соответствующий закон в первом чтении. Крайне непопулярное решение об открытии рынка земли сельхозназначения, на котором настаивала МВФ, вступило в силу. Производство и продажа наркотиков является одним из самых прибыльных бизнесов. Поэтому неудивительно, что хедж-фонд Джорджа Сороса стал в этом участвовать еще с конца 20 века. После оккупации Афганистана Соединенными Штатами производство героина в этой стране выросло в десятки раз и продолжает увеличиваться. Ежегодно тысячи тонн белой смерти поставляется в Европу, США и страны СНГ. Кстати, еще в далеком 1996 году Сорос планировал легально организовать торговлю героином в Калининградской области под видом заместительной терапии. К счастью, ему это не удалось. Существует много версий, почему взбунтовался Голем. Здесь и якобы неразделенная любовь, и людские насмешки. Однако, если убрать романтическую пелену, перед нами предстает абсолютно бездуховное существо, суть воплощения примитивных, первобытных мистических сил, которые вышли из-под контроля человека. Именно поэтому в 20 веке имя Голем стало нарицательным. Почти за год своей президентской карьеры Владимир Зеленский не сделал ничего, что он обещал своим избирателям. Все так же продолжается война в Донбассе. Десятки погибших и раненых. Уничтожение сотен домов и объектов инфраструктуры уже произошли в его каденцию. Экономика Украины продолжает падать. Обещанные весенние посадки остались обещаниями. Основные преступники и коррупционеры довольно вольготно себя чувствуют и при либертарианце из 95-го квартала. Тот же Порошенко просто игнорирует вызовы на допросы, а убийцы стали чиновниками в министерстве. Единство команды Зеленского, о котором постоянно заявлялось на всех уровнях украинской власти, оказалось блефом. Пленки премьера Гончарука, благодаря которым обыватель смог узнать, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов, туман в голове и так далее, пролил свет на отношения внутри слух народа. У многих возник вопрос, как же так? Что за откровенно глупый слив? А может, это кому-нибудь нужно? Как говорят в Одессе, да, вполне имеет место быть. Вся страна видела, что первыми тему записей подхватили депутаты из группы Коломойского. Они громче всех требовали отставки Гончарука. Ведь если бы Гончарука удалось сбить, это бы на неопределенное время затормозило программу с МВФ. Для получения денег надо заключить меморандум, одним из подписантов которого является легитимный премьер-министр. А подорвав программу с МВФ, Коломойский добился бы того, что автоматом отпала бы необходимость принимать закон, который запрещает возврат Приватбанка прошлому владельцу. В итоге Коломойский добился противоположного результата. От него уже шарахаются на Банковой, считают интриганом, который ради Приватбанка готов утопить не только Гончарука, но и самого Зеленского. По версии экспертов, Джордж Сорос является лоббистом легализации употребления марихуаны и в самих Соединенных Штатах Америки. Более того, ему удалось не только подмять под себя центральноазиатский героиновый трафик, но и вмешаться довольно эффективно
в дела латиноамериканских наркокартелей, подчинив себе местные банки, которые занимались отмывкой грязных денег. Теперь по каналам наркомафии, традиционно поставлявших в США кокаин, поставляется героин. Кстати, стоит обратить внимание на то, что сообщение о задержании крупной партии кокаина, а это тонны зелья, постоянно мелькает в новостях. Однако о задержании контрабанды героина таких же масштабов тишина. Странно? Отнюдь. 20 век принес глобальные вызовы всему человечеству. Понятие «голем» стало синонимом смертельно опасной силы, пробужденной к жизни человеком. Благодаря гению многих ученых мир обрел ядерное оружие, всевозможные средства массового поражения, искусственный интеллект, новые принципы социального устройства обществ, тяготеющий к тоталитаризму. Все это, прямо или косвенно, угрожает всей человеческой цивилизации. Имя голем стало нарицательным. Объединяющим принципом для новых технологий является их бездушность. Они с равнодушием способны уничтожить все вокруг, выйдя не из-под контроля человека, превратиться из слух в убийц. Он говорит, что хочет мира, однако еще пару лет назад он активно поддерживал так называемую антитеррористическую операцию. Теперь он собирается добиваться полного прекращения огня в Донбассе. Складывается впечатление, что им руководит не один кукловод, а добрый десяток. Слишком много противоречий получается в его словах и поступках. Война не прекращена. То, что украинской стороной заявлено как прогресс к миру, проведен обмен части пленных и удерживаемых лиц, включая украинских военных моряков, участников керченской авантюры Петра Порошенко, прошел развод сил в 3 пунктах, на фоне постоянных обстрелов таковым являться не может. Нежелание Украины выполнять условия Минского соглашения очевидно давно. Попытка представить Зеленского как заложника его страхов перед националистами не выдерживает никакой критики. Постоянная националистическая пропаганда в украинских СМИ, насильная украинизация не только системы образования, но и частной жизни граждан страны говорит об обратном. Местечковая хитрость и подлость украинской власти давно ее сделали недоговороспособной. А якобы конфронтация с радикальной оппозицией давно превратилась в фарс. А между тем ситуация не только не улучшилась с нового 2020 года, она значительно ухудшилась. Отмечается увеличение количества обстрелов во всех официальных сводках. С фронта все чаще поступает информация об обстрелах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. К тысячам погибших и раненых добавляются новые жертвы войны. Но то, что когда-то видел и о чем говорил комик Зеленский из 95-го квартала, президент Голобородько из «Слуги народа», этого президент Украины Владимир Зеленский не видит и об этом не говорит. Призывы всевозможных ультранационалистических движений к свержению Зеленского ведутся постоянно. Огня в противостояние подлило подписание так называемой формулы Штайнмайера. И снова метание у президента Украины в попытке показать свое националистическое самосознание своим радикальным оппонентам. И снова, вместо четкой позиции по важным политическим вопросам, его риторика напоминает броуновское движение. Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько считает, что такая позиция ведет к тому, что все больше людей, как на Украине, так и за ее пределами, начинает видеть в нем продолжателя дела Порошенко по сути, хотя и не по форме. А уже спустя неделю после саммита украинская сторона обнародовала текст законопроекта о децентрализации власти на Украине, предложенного Зеленским. Но в документе отсутствует упоминание о Донбассе, а также не прописан особый статус региона, предусмотренный Минскими соглашениями. По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой, во время проведения так называемой АТО украинскими войсками в республике погибло 4572 мирных жителя.
в том числе 3967 мужчин и 605 женщин. Среди погибших было 76 детей. Хрупкое перемирие в Донбассе продолжает действовать, однако люди продолжают гибнуть по обе стороны. Руками Джорджа Сороса зарабатывается многомиллионное состояние современной американской элиты. В основном представителями Демократической партии США. Благо, Сорос давно усвоил, что инсайдерская информация от властных и финансовых структур – золотая жила для его инвестиционного фонда. Как пример, более $1 миллиарда заработанные им за один день на разнице курса фунта стерлинга. Вложение в оборонной корпорации Америки по результатам так называемой «войны судного дня», которая показала превосходство советской техники и необходимость модернизации американской. Но торговля наркотиками – это действительно финансовая эльдорадо для мультимиллиардера Сороса. Главное – послушная местная власть. Так Грузия превратилась в популярнейший центр любителей легких наркотиков, где они вполне доступны и легальны. Очевидно, следующая очередь за Украиной, где давно проводятся пиар-кампании по их легализации. Бездушное отношение украинской политической элиты ко всему происходящему в стране, кроме личных интересов и выгоды, ее участие в разрушении последних основ независимости и государственности – это характерная черта современных слух политических и экономических големов. Даже название партии и фракции в Верховной Раде «Слуга народа» ассоциируется с мифологическим существом. Вместо служения – разрушение и предательство, война и коррупция на крови, тотальная распродажа всего и всех, уничтожение традиций и народной памяти. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау, возможно, стали поворотным моментом в его политической карьере. Украинский лидер перешел черту, оскорбив память миллионов советских воинов, в том числе и своего деда, которым он так всегда гордился. Провальным оказался и визит Зеленского в Израиль, где проводился Всемирный форум, посвященный памяти жертв Холокоста в Иерусалимском мемориальном комплексе Яд Вашем. В отличие от президента Польши Дуды, который просто отказался ехать, Зеленский, приехав, просто не пошел на мероприятие по надуманной причине. Он якобы уступил свое место людям, пережившим трагедию. Его поступок вызвал непонимание у израильтян, а местные средства массовой информации назвали это отвратительной манипуляцией и циничным использованием события, имеющим большое значение для всего мира. Через свой фонд «Открытое общество» и десятки ассоциированных с ним фондов Джордж Сорос является основным спонсором всевозможных кампаний по уничтожению традиционных обществ. Идеология гендерного равенства, которая сейчас является фактически доминирующей религией на Западе, оголтелый атеизм, введение стандартов сексуального образования в Европе – все это им активно финансируется и пропагандируется. Не случайно большинство политиков, которых он привел к власти в разных странах, это люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, с низкой моралью и духовностью. В том числе и на Украине, где частная жизнь премьер-министра, главного таможенника, многих депутатов ни для кого не являются тайной. К власти он приводит тех политиков, чей возмутительный с точки зрения традиционного общества образ жизни является ширмой для его финансовых махинаций. А тут как-то странно совпало заявление Трампа о выходе американских войск из Афганистана с активизацией сторонников свободного рынка земли на Украине. К ним присоединились и лоббисты, пытающиеся протолкнуть принятие закона об украинских частных военных компаниях. Стоит отметить, что это исходит от представителей президентской партии «Слуга народа».
В Верховной Раде снова блокируется трибуна и вспыхивает потасовки между депутатами. Но если абстрагироваться от якобы заботы о народе, можно проследить за тем, что представители украинского истеблишмента ведут борьбу за влияние при распределении земли. А если учесть то, что со времен госпереворота на Украине борьба с наркомафией не ведется, а число употребляющих наркотики увеличилось на порядок, то складывается впечатление, что некогда индустриально развитую страну пытаются превратить в международный наркоцентр, где будет процветать производство всевозможных наркотических средств под прикрытием частных военных компаний. И вот тогда для 15 миллионов жителей Украины, которые по неким планам должны составлять ее население, как и для ее правительства, будет все равно, есть ли мир на Донбассе или нет. Потому что война будет по всей территории Украины. Всех против всех. Недоговороспособность украинской власти очевидна давно. У нынешней ее элиты нет ни воли, ни мозгов, чтобы вести хоть какую-нибудь самостоятельную государственную политику. Служение нынешних слуг народа – это суть служения глобальному Соросу Голему, синтезу бездуховности, лжи, лицемерия и корыстолюбия, возможность существовать которому дали не магические заклинания, а жадность современной западной элиты, помноженная на хитроумные приемы современных политологов. Зеленский и его слуги канут в политическое безвременье, куда в свое время ушли предатель Мазепа, погромщик Петлюра, нацистские прихвостни Бандера и Шухевич. При всем старании современных големов народная память жива, и она будет тем оружием, которое превратит их в прах, подобно праху мифического существа. Ну а пока есть возможность, кукловоды нынешней украинской власти будут максимально ее использовать в своих интересах, чтобы выжать все из нищей разрушенной страны. Но это пока. Сразу несколько неожиданных заявлений, больше напоминающих ультиматумы, прозвучали сегодня из Киева. Ходят слухи о сыне Байдена, что Байден прекратил уголовное преследование. С этим сумбуром после пресс-конференции Зеленский остался уже 1 на 1. Есть, смотри, демократия, смотри, то, что есть. А есть ситуация в стране. О Донбассе сегодня говорили и в Киеве. Лица новые, тезиси старые. Позитивний результат такої розмови можливо, якщо тобі будуть вірити. Каждый политик современный так должен уметь. Можете так? Шановні колеги, час для запитань вичерпано.